Общая теория относительности описывает гравитацию как геометрию гладкого многообразия, пластичной ткани пространства-времени. Но что, если мы выйдем за рамки этой парадигмы и рассмотрим пространство-время как упорядоченную среду с микроскопической структурой? Как изменились бы законы гравитации, если бы Вселенная обладала свойствами кристаллического твердого тела? Эта концепция, известная как Crystal Gravity и представленная в работе Яна Заанена и Флориса Балма из Лейденского университета и Арона Бикмана из университета Кейо, предлагает радикально новый взгляд. Она основана на вопросе, который, в принципе, мог быть задан еще столетия назад: как выглядела бы Вселенная общей относительности, если бы была полностью заполнена твердым телом. Твердые тела спонтанно нарушают симметрии переносов и вращений самого пространства. И лишь сравнительно недавно было осознано, что параметр порядка твердого тела начинает играть по отношению к динамическому пространству времени Эйнштейна роль, аналогичную полю Хиггса в калибровочных теориях Янга-Миллса. В этой теории твердое тело – это не просто объект, существующий в пространстве времени. Оно активно придает ему структуру, подобно тому, как поле Хиггса наделяет элементарные частицы массой. Этот феномен называют фазой Хиггса-гравитации. В этом видео мы рассмотрим самые удивительные и нелогичные выводы, которые следуют из этой умопомрачительной теории, превращая знакомую нам Вселенную в нечто совершенно иное. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это важно для того, чтобы я мог продолжать создавать полезный и интересный контент для вас. Я очень ценю вашу поддержку, спасибо. В стандартной модели механизм Хиггса объясняет, почему частицы, такие как В и Z-бозоны, имеют массу. В теории кристаллической гравитации происходит нечто похожее. Гипотетическая кристаллическая решетка, заполняющая всю Вселенную, наделила бы массой гравитоны, гипотетические частицы-переносчики гравитационного взаимодействия. Этот эффект приводит к появлению нового фундаментального масштаба, известного как глубина гравитационного проникновения, лямбда-G. Это расстояние, на котором гравитация начинает чувствовать жесткость вселенского кристалла. И здесь нас ждет поразительный факт. Согласно расчетам, для материала с прочностью, сравнимой со сталью, эта глубина проникновения лямбда-G составляет примерно 1 световой год. Это настолько огромное расстояние, что даже кора нейтронной звезды, одной из самых плотных и жестких твердых тел, известных науке, недостаточно велика, чтобы этот эффект стал заметен. Именно из-за этого гигантского масштаба мы не наблюдаем подобных эффектов в нашей повседневной жизни или даже в масштабах Солнечной системы. Гравитация в нашем мире ведет себя так, будто гравитоны не имеют массы. Еще одно контринтуитивное следствие теории проявляется на масштабах, превышающих гравитационную глубину проникновения лямбда-G. На таких расстояниях твердые тела стали бы, как это ни парадоксально, бесконечно хрупкими, или точнее абсолютно жесткими, в ответ на статическое напряжение сдвига. Чтобы понять этот эффект, представьте себе приводной вал в двигателе. Он спроектирован так, чтобы передавать крутящий момент с одного конца на другой с почти идеальной жесткостью, практически не скручиваясь. В кристаллической Вселенной это экстремальное свойство стало бы универсальным для всех твердых тел на масштабах больше лямбда-G. Они бы передавали напряжение сдвига абсолютно жестко, не деформируясь ни на йоту, пока не будет достигнут предел прочности, после которого они бы разрушились. Термин «бесконечно хрупкие» здесь метафора,
подчеркивающая именно эту абсолютную жесткость. Проведем мысленный эксперимент. Представьте Вселенную, где гравитационная постоянная G на много порядков больше нашей. В таком мире лямбда G была бы микроскопической. Законы машиностроения и механики материалов были бы совершенно иными, а любой твердый объект вел бы себя как несгибаемый рычаг. Теория предсказывает, что идеальный бездефектный кристалл был бы полностью прозрачен для гравитационных волн. Они проходили бы сквозь него, не взаимодействуя. Однако реальные твердые тела далеки от идеала. Они содержат множество дефектов кристаллической решетки, известных как дислокации. Именно с этими дислокациями и взаимодействуют гравитационные волны. Проходящая волна заставляет дислокации двигаться и колебаться. Это движение не проходит бесследно. Энергия гравитационной волны рассеивается, превращаясь в тепло внутри твердого тела. Это приводит к поистине драматическому сценарию. Представим себе каменистую планету, которая, как и любое реальное твердое тело, полна дислокаций. Если рядом с ней произойдет такое мощное событие, как слияние двух черных дыр, возникшая гравитационная волна может оказать катастрофическое воздействие. Энергия, высвобожденная в планете, может привести к ее стремительному нагреву или даже полному разрушению. Планета буквально взорвется от гравитационной встряски. Если временно отвлечься от сложностей нашей реальной Вселенной, в частности, от наличия времени, и рассмотреть чисто пространственную геометрию, теория кристаллической гравитации рисует удивительно красивую математическую картину. Представим себе простую двумерную Вселенную в форме сферы, полностью заполненную кристаллом с квадратной решеткой. Под действием кристаллизации пространство сферическая Вселенная превратилась бы в куб. Самое поразительное, что для наблюдателя внутри грани и ребра этого куба казались бы абсолютно плоскими. Вся изначальная, плавно распределенная кривизна сферы оказалась бы сдавлена и сконцентрирована исключительно в 8 вершинах куба. Если бы решетка была гексагональной, как в графене, то сферическая Вселенная приняла бы форму усеченного икосаэдра, объекта, знакомого каждому как футбольный мяч или молекула фуллерена, бакебол. Но самое умопомрачительное следствие ожидает нас в 3 измерениях. Трехмерная сферическая Вселенная, заполненная кубическим кристаллом, превратилась бы в тессеракт, 4-мерный аналог куба. Однако стоит сделать важное предостережение. Эта элегантная математическая картина не реализуется в нашей Вселенной. Причина в том, что для стабилизации таких областей с чрезвычайно концентрированной кривизной вершин куба или тессеракта потребовались бы массы планковского масштаба. Обычная материя, из которой состоят звезды и планеты, просто не способна создать такую гравитацию. В стандартной теории относительности геометрия пространства-времени описывается кривизной. Представьте себе двумерную аналогию. Вы можете согнуть лист бумаги, придать кривизну, но вы не можете его скрутить, не разорвав. Геометрия Эйнштейна обычно считается бескрутильной, однако существует ее расширение – теория Эйнштейна-Картана, которая допускает наличие у пространства-времени не только кривизны, но и кручения – торшен. В теории кристаллической гравитации это кручение перестает быть просто математической возможностью. Оно становится физической реальностью, источником которой служат уже знакомые нам дислокации. Подобно тому, как масса заставляет пространство-время изгибаться, создает кривизну, дефекты в кристаллической решетке Вселенной заставляли бы его скручиваться. Микроскопические несовершенства в материи напрямую определяли бы фундаментальное свойство геометрии самого пространства. Это поразительное слияние физики, твердого тела и космологии,
где разрыв в кристаллической решетке размером в несколько атомов мог бы порождать эффект, ощутимый в масштабах Вселенной. Теория кристаллической гравитации предлагает нам взглянуть на космос под совершенно новым углом. Она рисует картину реальности, где гравитационные волны способны разрушать планеты, гравитация имеет конечный радиус действия в 1 световой год, а сама Вселенная может кристаллизоваться в форме тессеракта или обрести кручение из-за микроскопических дефектов. Рассмотрение материи не как пассивного объекта в пространстве времени, а как активного участника, формирующего саму его геометрию, открывает поразительные и неожиданные возможности. Хотя многие из этих идей могут показаться чистой абстракцией, они расширяют наши представления о том, какой может быть Вселенная. Это подводит нас к финальному вопросу. Если твердые тела могут придавать гравитации массу, какие еще глубокие секреты о фундаментальных законах Вселенной могут скрывать другие состояния материи? Прежде чем двигаться дальше, необходимо закрепить фундамент. Это не просто повторение статьи, а углубление и систематизация. В геометрической теории упругости, разработанной Хагеном Клейнертом, деформации и напряжения в твердых телах интерпретируются через призму геометрических понятий, аналогичных тем, что используются в общей теории относительности. Это позволяет связать механику сплошных сред с гравитацией, где дефекты в кристаллической решетке играют роль источников геометрических искажений. Основной акцент делается на том, как локальные искажения решетки приводят к глобальным эффектам, подобным кривизне пространства-времени. Тензор деформации в этой теории рассматривается как объект, который определяет, как измеряются расстояния и углы в деформированном материале. Физически это означает, что в области, где материал растянут или сжат, пути между точками удлиняются или укорачиваются неравномерно, создавая эффект, будто пространство внутри материала имеет свою собственную геометрию измерения. Это не просто деформация координат, а фундаментальное изменение того, как частицы материала воспринимают расстояние, что приводит к появлению эффективной метрики, способа вычисления длин в искривленном пространстве. В контексте кристаллов такая метрика возникает из-за сдвигов атомов от идеальных позиций, и она становится динамической, реагируя на внешние силы. Тензор напряжений, в свою очередь, ассоциируется с тем, как эта деформация вызывает отклик в виде сил, распределяемых по материалу. Концептуально он интерпретируется как мера того, насколько пространство искривлено или скручено в ответ на деформацию. Кривизна отражает, как траектории в материале отклоняются от прямых линий, подобно тому, как в гравитации массы искривляют пути света или тел. Кручение добавляет аспект поворота или закручивания, где параллельный перенос векторов по замкнутому контуру не возвращает их в исходное положение, указывая на наличие дефектов, таких как сдвиги слоев. Физический смысл здесь в том, что напряжения сохраняют баланс энергии и импульса в материале, предотвращая бесконтрольное накопление сил, и эта интерпретация позволяет моделировать, как локальные напряжения распространяются глобально, аналогично гравитационным полям. В формализме вводятся калибровочные поля для описания симметрий в деформированном материале, где симметрии трансляций и ротаций нарушаются дефектами. Одиночное калибровочное поле с одним завитком представляет собой векторное поле, которое фиксирует локальные сдвиги или трансляции в решетке, помогая описывать, как деформации сохраняют непрерывность материала. Оно вводится для учета того, что в присутствии дефектов, таких как дислокации,
прямолинейные пути прерываются. И это поле компенсирует такие прерывания, обеспечивая согласованность описания на больших масштабах. Двойное калибровочное поле с двойным завитком добавляет слой сложности, вводя поле, которое учитывает ротационные эффекты и их взаимодействие с трансляциями. Оно необходимо, потому что в необелевых симметриях, где порядок операций важен, простые трансляции не комьют с ротациями, и это поле захватывает такие взаимодействия, делая теорию последовательной для комбинированных дефектов. Физически эти поля обеспечивают, чтобы напряжения в материале не накапливались произвольно. Их связь с сохранением напряжений подразумевает, что дивергенция тензора напряжений равна нулю, то есть силы в материале балансированы локально, и энергия не создается или не уничтожается без внешнего воздействия. Это сохранение возникает как следствие калибровочной инвариантности, где поля корректируют описание, чтобы уравнения оставались последовательными при изменении системы отсчета. Техника спирального разложения тензорных полей позволяет разбить сложные поля на компоненты с определенной спиральностью, то есть на части, которые описывают лево- и правозакрученные моды распространения. Это ключевой инструмент для понимания, как тензорные поля в упругости разлагаются на спиновые компоненты, аналогичные тем, что встречаются в гравитации или электромагнетизме. Физически это означает разделение поля на продольные сжимающие и поперечные сдвиговые моды, плюс спиральные моды, которые захватывают вращательные аспекты. В контексте связи упругости и гравитации это разложение показывает, как спиновые степени свободы в материале, например, спин-2 для гравитонов, соответствуют компонентам напряжений и деформаций, позволяя моделировать волновые процессы, такие как распространение упругих волн с учетом их хиральности. Это особенно полезно для анализа, как дефекты влияют на пропагацион сигналов в кристалле, подчеркивая, что спиральные моды не смешиваются с другими, сохраняя чистоту описания. Теория Эйнштейна-Картана расширяет стандартную общую теорию относительности, вводя дополнительные степени свободы для описания гравитации в присутствии спина материи. Это позволяет учесть микроскопические эффекты, такие как момент импульса частицы, которые игнорируются в классической общей теории относительности. В стандартной общей теории относительности кручение предполагается нулевым, и вся геометрия пространства-времени определяется только кривизной, которая связана с распределением энергии и импульса. Кривизна описывает, как траектории тел или света отклоняются, создавая эффект притяжения, и она является единственной динамической переменной, определяющей гравитационное поле. В теории Эйнштейна-Картана кручение становится независимой динамической переменной, напрямую связанной с плотностью спина материи. Это означает, что спин частиц, их внутренний угловой момент, вызывает локальные закручивания пространства, которые не распространяются в вакуум, в отличие от кривизны. Кручение возникает только внутри материи и исчезает вне ее, подчеркивая его роль как контактного взаимодействия, подобного фермионным полям. В уравнениях это проявляется как дополнительное уравнение, связывающее кручение со спиновым тензором, что позволяет теории учитывать эффекты на масштабах, где спин доминирует, такие как в ранней Вселенной или в плотных объектах. В аналогии с кристаллической гравитацией кручение ассоциируется с дислокациями, линейными дефектами в решетке, где атомы сдвинуты относительно идеальной структуры, вызывая прерывистость в параллельном переносе. Означает, что при обходе вокруг дислокации
Вектор смещения не возвращается к исходному, создавая разрыв в пространстве, который кручение количественно описывает как меру такого закручивания. Это согласуется с классической механикой сплошных сред, где дислокации приводят к пластической деформации, не требующей энергии для поддержания, но влияющей на прочность материала. Кривизна, напротив, связана с дисклинациями, ротационными дефектами, где решетка поворачивается на угол, некратной симметрии, вызывая конусообразные искажения. Физически это проявляется как концентрация напряжения в ядре дефекта, требующая бесконечной энергии в идеальном случае, и кривизна захватывает, как такие повороты влияют на глобальную геометрию, аналогично тому, как массы искривляют пространство в гравитации. В механике сплошных сред дисклинации приводят к изменениям ориентации, которые не могут быть устранены локально, и эта аналогия подчеркивает, почему в кристаллах комбинированные дефекты, дислокации как пары дисклинаций, требуют учета обоих аспектов для полной картины. Топологическая теория дефектов использует алгебраические инструменты для классификации устойчивых искажений в упорядоченных средах, фокусируясь на том, как глобальные свойства пространства определяют, какие дефекты нельзя устранить непрерывными преобразованиями. Гомотопические группы описывают, как замкнутые пути или поверхности в пространстве параметров упорядочения могут быть деформированы друг в друга. Фундаментальная группа, первая гомотопическая группа, классифицирует линейные дефекты, такие как дислокации или дисклинации, потому сколько обмоток вокруг дефекта требуется для возврата к исходному состоянию. В кристаллах пространство симметрии представлено как фактор группа GH, где G – группа симметрии непрерывного пространства, например, Евклидова группа, а H – подгруппа симметрии решетки, дискретные трансляции и ротации. Фундаментальная группа этой фактор-группы определяет возможные топологические заряды дефектов. Если группа тривиальна, дефекты нестабильны. Если нет, они классифицируются по элементам группы, таким как векторы Бюргерса для дислокаций. Это согласуется с работой Мермина, где подчеркивается, что для кристаллов с нарушенной трансляционной симметрией классификация требует учета микроскопической нелокальности, и дефекты, такие как пары дисклинаций, могут превращаться в дислокации при удалении, отражая топологическую устойчивость. Необелева природа евклидовой группы Е3, представленной как семипрямое произведение трансляций и ротаций, подразумевает, что порядок операций, сначала сдвиг, потом поворот, влияет на результат. Это приводит к тому, что комбинированные дефекты, дислокация плюс дисклинация, не просто суммируются, а взаимодействуют нетривиально. Поворот может изменить направление сдвига, создавая новые топологические правила. В кристаллах это проявляется как невозможность независимого существования чистых дисклинаций без сопровождающих дислокаций, поскольку необелевость требует компенсации, аналогично тому, как в необелевых калибровочных теориях частицы обмениваются зарядами. Дефектная плотность – это центральный объект, который количественно описывает концентрацию дефектов в единице объема, объединяя вклады от дислокаций и дисклинаций. Для дислокации она связана через конторсию, меру, как дефект искажает параллельный перенос, фиксируя, насколько путь вокруг дефекта приводит к сдвигу. Это означает, что плотность захватывает поток дефектов, подобно магнитному полю, и для дисклинаций она напрямую определяет ротационный заряд. Единственность этого объекта в том, что он может поглощать фоновую кривизну. В присутствии внешнего искривления, например, от гравитации, дефектная плотность адаптируется, компенсируя его,
чтобы сохранить локальную плоскость. Это согласуется с тем, что в кристаллической гравитации дефекты экранируют кривизну, позволяя материалу оставаться устойчивым, и подчеркивает топологическую природу, где плотность не зависит от локальных координат, а определяется глобальными свойствами пространства. Физические следствия и интерпретации кристаллической гравитации, рассматривая крайние случаи через концептуальное описание механизмов, без опоры на метафоры, но с акцентом на словесные объяснения динамики, зависимостей и интерпретаций. Анализ строится на логической последовательности выводов из геометрической теории упругости, теории Эйнштейна-Картана и топологической классификации дефектов с учетом их перехода к квантовым и космологическим масштабам. В кристаллической гравитации гравитационное взаимодействие в упругой среде приобретает экранирующий характер на больших расстояниях, что приводит к эффективной массе для гравитона и ограниченной дальности гравитационного поля. Квантовая теория поля. Перевод вывода массы гравитона и пропагатор в кристаллической среде. Вывод массы гравитона в этой теории возникает из учета двойных калибровочных полей, где напряжение в упругой среде генерирует термин, аналогичный массе в калибровочных теориях, через нарушение симметрии трансляций. В языке квантовой теории поля это соответствует переходу от безмассового пропагатора гравитона в стандартной общей теории относительности к массивному пропагатору, где амплитуда распространения гравитационного возмущения уменьшается экспоненциально с расстоянием. В кристаллической среде пропагатор массивного гравитона описывается как комбинация тензорных компонент спина-2 с полюсами, сдвинутыми от нулевой массы к конечной величине, пропорциональной обратному квадрату характерной длины проникновения гравитации. Это приводит к тому, что на расстояниях, превышающих эту длину, гравитационное взаимодействие ослабевает, а на малых масштабах восстанавливается ньютоновский предел. Физически пропагатор учитывает, как упругие моды в среде поглощают энергию гравитационного поля, превращая его в локальные колебания решетки, что делает гравитацию локализованной в области дефектов. Для подтверждения или опровержения мысленные эксперименты включают измерение отклонения гравитационного потенциала на субмиллиметровых масштабах в лабораторных условиях. Если гравитация экранируется, то сила между двумя массами на расстояниях меньше длины проникновения будет следовать ньютоновскому закону, но на больших экспоненциально затухать, что можно проверить с помощью торсионных весов с высокой точностью. Другой эксперимент – наблюдение за орбитами в системах с высокой плотностью дефектов, таких как нейтронные звезды, где аномалии в прецессии могли бы указывать на массовый гравитон, опровергая теорию, если такие аномалии отсутствуют в данных от пульсаров. Влияние на структуру Вселенной и модель с длиной проникновения, соизмеримой с наблюдаемой Вселенной, в отличие от стандартной ОТО, где гравитон без массов и гравитация действует на всех масштабах. В кристаллической гравитации гравитон приобретает массу, а гравитация становится короткодействующей, подобно тому, как электромагнитное поле экранируется в плазме. Если темная материя интерпретируется как упругая среда с дефектами, то гравитационная длина проникновения становится масштабом, на котором гравитация перестает быть дальнодействующей, влияя на рост флуктуаций плотности в ранней Вселенной. Это приводит к подавлению крупномасштабных структур. На масштабах больше этой длины флуктуации не усиливаются гравитационно, что замедляет образование галактик и скоплений, делая распределение материи более однородным, чем в стандартной модели.
В модели, где эта длина соизмерима с размером наблюдаемой Вселенной, гравитация эффективно локализуется внутри горизонта, что решает проблему горизонта без инфляции, поскольку взаимодействия не распространяются за пределы этой длины. Наблюдаемые эффекты включают подавление квадрупольных флуктуаций в реликтовом излучении. Низкочастотные моды в спектре мощности будут ослаблены, поскольку гравитационные неустойчивости не развиваются на сверхкрупных масштабах, что согласуется с наблюдаемыми аномалиями в данных от спутников, таких как Планк, где квадрупольный момент ниже ожидаемого. Кроме того, такая модель предсказывает замедление расширения на поздних этапах без темной энергии, поскольку гравитационное притяжение ослабевает на космологических расстояниях, приводя к эффективному отталкиванию за счет упругого отклика среды. Концепция бесконечной хрупкости отражает переход материала к жесткому поведению на больших масштабах, где упругие деформации подавляются, делая систему уязвимой к локальным нарушениям. Нелинейная динамика, проявление затвердевания и поведение при превышении критического напряжения. Уравнение, описывающее затвердевание на масштабах больше гравитационной длины проникновения, подразумевает, что упругие моды становятся жесткими, с модулем сдвига, растущим как обратный квадрат расстояния, что в нелинейной динамике проявляется как усиление сопротивления деформации при увеличении амплитуды. Физически это означает, что малые возмущения распространяются как волны с дисперсией, но при росте амплитуды нелинейные члены вызывают локализацию энергии, предотвращая распространение деформации за пределы длины проникновения. Если приложенное напряжение сдвига превысит критическое значение, определяемое энергией дефектов в единице объема, произойдет каскадное создание новых дислокаций, аналогичное пробою в сверхпроводнике, где магнитное поле генерирует вихри, разрушающие сверхпроводимость. В этом случае материал перейдет в пластическое состояние с необратимыми деформациями, рассеивая энергию через нагрев и излучение, что может привести к трещинообразованию или фазовому переходу. В голографической дуальности жесткость на границе пространства соответствует геометрическим свойствам в объеме, где метрика определяется упругими деформациями. Точная модель может быть построена на основе антидеситер пространства с добавлением торсионных степеней свободы, где объемная геометрия, описываемая теорией Эйнштейна-Картана с дефектами, проецируется на граничную теорию упругости. В такой модели гравитационная длина проникновения проявляется как масштаб корреляции на границе, где корреляционные функции упругих полей затухают экспоненциально, аналогично массе в граничной теории поля. Представьте, что граница пространства – это упругая мембрана. Гравитационные возмущения в объеме заставляют ее колебаться, но эти колебания быстро затухают на расстоянии, превышающем ЛГ, подобно тому, как волна на поверхности воды не достигает далекого берега из-за вязкого трения. Это означает, что дефекты в объеме, такие как дислокации, соответствуют операторам на границе, нарушающим симметрию, и длина проникновения определяет глубину, на которую граничные напряжения влияют на объемную кривизну, предсказывая, что в сильносвязанном режиме граница становится хрупкой, с критическими явлениями, подобными фазовым переходам в конденсированных средах. Дислокации в упругой среде взаимодействуют с гравитационными волнами, поглощая их энергию через резонансные колебания. Коэффициент поглощения гравитационных волн вытекает из взаимодействия тензора напряжений с полем дислокаций, где энергия волны передается на подвижные дислокации, вызывая их осцилляции. Он пропорционален плотности дислокаций, умноженной на квадрат их подвижности, меры,
насколько легко дислокации перемещаются под действием напряжения, и обратно пропорционален частоте волны в квадрате для низких частот, переходя к линейной зависимости на высоких частотах из-за релаксационных процессов. Физически это отражает, что при низкой плотности дислокаций поглощение слабо, но растет квадратично с увеличением плотности, поскольку больше дефектов доступно для резонанса. Подвижность усиливает эффект, позволяя дислокациям эффективно рассеивать энергию через трение, а зависимость от частоты возникает из-за того, что высокие частоты не успевают вызвать полное перемещение, снижая поглощение. В сценарии взрыва сверхновой рядом с нейтронной звездой гравитационная волна с амплитудой, соответствующей энергии взрыва, взаимодействует с корой звезды, где плотность дислокации высока из-за экстремальных давлений. При плотности дислокации на уровне 1 на квадратный микрон и высокой подвижности, определяемой вязкостью коры, волна может вызвать нагрев на несколько процентов от энергии волны, приводя к локальному плавлению коры, если подвижность превышает критический порог, соответствующий времени релаксации меньше периода волны. Катастрофическое разрушение происходит, если энергия поглощения превышает энергию связи коры, что требует плотности дислокации выше порога, при котором дислокации образуют сеть, усиливая резонанс. Для слияния черных дыр рядом с скалистой экзопланетой волна с высокой частотой взаимодействует с кристаллической структурой планеты. При низкой плотности дислокации, типичной для стабильных пород, поглощение минимально, но если плотность повышена из-за тектонических процессов до уровня 1 на квадратный миллиметр и подвижность высока под действием приливных сил, волна может вызвать нагрев, достаточный для вулканической активности или трещин, при условии, что расстояние до события меньше нескольких световых лет, усиливая эффект за счет амплитуды. Разрушение становится катастрофическим, если подвижность позволяет дислокациям мигрировать, создавая каскадные разломы, когда накопленная энергия превышает предел прочности материала. Проблема времени и расщепления топологического квантования связана с расхождением топологического квантования на планковских масштабах, где ядро дефекта требует бесконечной энергии. Квантовая гравитация – обход проблемы планковской массы в ядре флюксоида. Проблема планковской массы в ядре флюксоида кривизны проявляется как ультрафиолетовая дивергенция, где энергия дефекта растет логарифмически с уменьшением размера ядра, требуя квантования гравитации для регуляризации. В рамках квантовой теории это можно обойти, рассматривая флюксоид как квантовую суперпозицию состояний с разными топологическими зарядами, где туннелирование между конфигурациями размывает классическое ядро, заменяя его волновой функцией с конечной шириной. Это означает, что вместо сингулярного ядра дефект описывается как вероятностное распределение с энергией, ограниченной планковской шкалой, что позволяет избежать дивергенции через включение петлевых поправок, аналогичных петлевой квантовой гравитации, где дискретность пространства предотвращает коллапс. Газ дислокации с параллельными векторами Бюргерса устойчив в физической вселенной, поскольку такая конфигурация минимизирует энергию взаимодействия. Параллельные векторы приводят к отталкиванию, предотвращающему аннигиляцию, в отличие от антипараллельных, которые аннигилируют. Устойчивость доказывается через анализ энергетического ландшафта, где энергия газа пропорциональна логарифму расстояния между дислокациями, создавая метастабильное состояние с барьером для рекомбинации, выше, чем для других конфигураций, таких как дисклинации, которые имеют квадратичную энергию и склонны к распаду на дислокации.
По сравнению с границами зерен, представляющими упорядоченные массивы дислокаций, газ хаотичен и имеет более низкую свободную энергию за счет энтропии. Энтропия такого газа определяется как логарифм числа способов распределить дислокации по объему пропорциональной плотности дислокаций, умноженной на объем, с поправкой на корреляции из-за отталкивания, что делает ее экстенсивной и доминирующей на высоких температурах, объясняя, почему газ предпочтителен в термодинамическом равновесии по сравнению с упорядоченными структурами. Это означает, что при высоких температурах система предпочитает хаотичное распределение дислокаций, потому что оно соответствует огромному числу микросостояний. Упорядоченные структуры, такие как дисклинации или границы зерен, хотя и энергетически выгодны, энтропийно невыгодны, их слишком мало по сравнению с бесчисленными конфигурациями газа. Ни один кристалл никогда не бывает по-настоящему идеальным. Хотя мы можем представить себе идеальную решетку, бесконечно повторяющуюся в совершенстве, в реальном мире это никогда не происходит. Реальные кристаллы, будь то крошечное зернышко соли или огромный кусок металла, всегда испещрены несовершенствами. Эти изъяны, известные как дефекты кристаллической решетки, представляют собой нарушения в регулярном, повторяющемся узоре решетки. Они могут показаться ошибками, но эти дефекты невероятно важны. На самом деле они часто делают материалы полезными и интересными. Они являются источником прочности материала, его пластичности и многих его важнейших физических свойств. Идеально упорядоченный кристалл был бы удивительно хрупким и неинтересным. Существует несколько типов дефектов, но два наиболее важных для нашей аналогии называются дислокациями и дисклинациями. Дислокация – это линейный дефект. Вы можете представить его как дополнительную полуплоскость атомов, которая была вставлена в кристаллическую решетку. Представьте себе идеально чистый ковер. Теперь представьте, что вы пытаетесь вставить в его середину дополнительный ряд нитей. Это создаст волну или линию несоответствия, которая проходит через ткань. Эта линия несоответствия и есть дислокация. В металлах эти дислокации имеют решающее значение, потому что они могут двигаться, позволяя материалу изгибаться и деформироваться, не разрушаясь. Именно движение этих несовершенств делает сталь прочной, но при этом податливой. Дисклинации – это другой тип дефекта, связанный с вращением. Снова представьте нашу идеальную кристаллическую решетку, как сетку квадратов на листе бумаги. А что, если вы вырежете клиновидный кусок из бумаги, а затем склеите края обратно? Линии сетки больше не будут идеально совпадать. Вы создадите точку несоответствия, где нарушается вращательная симметрия. Эта точка и есть дисклинация. И наоборот, вы могли бы вставить дополнительный клин, заставляя бумагу выпячиваться в форме конуса. Эти дефекты накапливают огромное количество напряжения и фундаментально изменяют геометрию решетки вокруг них. Они вносят кривизну в то, что когда-то было плоской однородной сеткой. Эти концепции не просто абстрактные идеи, они являются основой материаловедения. Вся область металлургии, например, по сути, является наукой о создании и контроле дефектов в металлах для достижения желаемых свойств, таких как твердость и гибкость. Понимая эти совершенные несовершенства, мы можем конструировать материалы для всего, от реактивных двигателей до хирургических имплантатов. И, как мы скоро увидим, именно эта идея, что дефекты могут вносить напряжение и кривизну в упорядоченную структуру, дает мощную и удивительную аналогию для силы гравитации во Вселенной, похожей на кристалл. Изъяны в космической ткани могут быть тем, что удерживает все это вместе.
В этой части мы исследуем пересечение физики дефектов в кристаллах с фундаментальными математическими структурами, такими как орбифолды, геометризация многообразий и неабелева-топология. Фокус на том, как геометрические искажения, вызванные дефектами вроде дисклинаций, позволяют моделировать гравитацию через дискретные симметрии и топологические инварианты, раскрывая связи между локальными нарушениями и глобальными свойствами пространства. Гравитационные решетки Абрикосова представляют собой регулярные массивы дефектов, аналогичные вихревым решеткам в сверхпроводниках, где дисклинации организуются в стабильные конфигурации, поглощая кривизну пространства и имитируя гравитационные эффекты в упругой среде. Теория орбифолдов Конвея предоставляет компактную нотацию для описания симметрий групп, действующих на поверхностях, где орбифолд – это пространство, полученное путем отождествления точек под действием группы, с возможными сингулярностями в фиксированных точках. Для евклидовой плоскости это соответствует 17 wallpaper groups, которые классифицируют периодические замощения без кривизны, где симметрии включают трансляции, ротации, отражения и скольжения, представленные символами вроде звездочек для зеркал и цифр для углов поворота. 17 wallpaper groups или группы орнамента – это все возможные комбинации симметрий, которые могут быть найдены в двумерных, плоских узорах и мозаиках, включая параллельные переносы, повороты, отражения и их сочетания. Они описывают 17 различных типов симметрии, которые можно обнаружить в узорах на евклидовой плоскости, такими как узоры плитки или обои. Что это значит на практике? Они описывают плоские узоры. Представьте себе узор на обоях или плитке, который повторяется бесконечно. Каждому такому узору присуща определенная группа симметрий, и всего таких групп может быть 17. Группы симметрий – это математические группы, которые включают все преобразования, например, сдвиг, поворот, отражение, которые не изменяют узор. Узор остается тем же самым после применения одного из этих преобразований. Эти 17 групп охватывают все возможные комбинации этих преобразований, которые сохраняют двумерный узор. Обобщение на искривленные поверхности, такие как сфера или гиперболоид, вводит кривизну через модификацию орбифолдной характеристики Эйлера, которая обобщает стандартную характеристику Эйлера на пространство с сингулярностями. На сфере с положительной кривизной группы становятся конечными, соответствующими симметриям платоновых тел, где фиксированные точки орбифолда отражают вершины, ребра и грани, и характеристика Эйлера равна 2, требуя ограниченного числа положительных дисклинаций для компенсации кривизны. На гиперболоиде с отрицательной кривизной группы гиперболические, позволяющие бесконечные замощения с отрицательными дисклинациями, где характеристика Эйлера отрицательна, предсказывая избыток дефектов для стабилизации. Эта теория предсказывает число и тип дисклинаций для произвольной симметрии кристалла и топологии. Характеристика Эйлера определяет общий топологический заряд дефектов, где для замкнутой поверхности сумма зарядов дисклинаций равна 2 минус характеристика, умноженная на 12 для 6 координированных решеток. Физически это означает, что на сфере минимальное число положительных дисклинаций равно 12 для икосаэдральной симметрии, распределяемых для минимизации энергии, в то время как на гиперболоиде отрицательные дисклинации позволяют гиперболическое разрастание, стабилизируя структуру через ветвление. Для произвольной топологии, такой как Тор, характеристика нулевая, разрешая сбалансированные пары дефектов без чистого заряда. Численное моделирование.
анализ симуляции укладки решетки на сфере и проявления шрамов при промежуточных значениях АЛ. Компьютерные симуляции укладки кристаллической решетки на сфере моделируют взаимодействие частиц с отталкивающим потенциалом, минимизируя энергию для нахождения стабильных конфигураций дефектов. В существующих исследованиях, использующих молекулярную динамику, решетка на сфере неизбежно вводит дефекты из-за несоответствия локальной шестикоординации глобальной топологии, приводя к формированию 12 пятичленных дисклинаций для компенсации кривизны. Шрамы представляют собой линейные цепочки чередующихся 5- и 7-членных дефектов, которые возникают как ветвящиеся структуры от изолированных дисклинаций, распределяя напряжение по поверхности. При промежуточных значениях отношения АЛ, где А – постоянные решетки, АЛ – радиус сферы, текстуры переходят от изолированных дефектов при малом АЛ, когда сфера почти плоская локально, к доменным границам смешанных решеток, при большем АЛ, когда кривизна доминирует. В симуляциях смешанных гексагонально-квадратных решеток шрамы проявляются как переходные зоны, где гексагональные домены разделены квадратными вставками с дислокциями, группирующимися в зерна для снижения энергии. Это отражает конкуренцию между локальной упаковкой и глобальной кривизной. При АЛ около единицы шрамы удлиняются, формируя ветвящиеся паттерны, аналогичные рубцам в ткани, где энергия минимизируется через распределение дефектов, а не концентрацию, приводя к метастабильным состояниям с повышенной энтропией. В 3 измерениях геометрия дефектов усложняется необеливостью ротационной группы, приводя к нетривиальным взаимодействиям между дефектами и глобальными свойствами многообразий. Теорема геометризации Тёрстона. Соотношение 8 типов геометрий с решетками Абрикосова из дисклинаций, примеры для Бианки и Кантовски-Сакс. Теорема геометризации Тёрстона утверждает, что любое замкнутое трехмерное многообразие может быть разложено на конечное число частей, каждая из которых допускает одну из 8 однородных геометрий, определяемых постоянной кривизной и топологией. Эти геометрии включают евклидову, сферическую, гиперболическую, а также смешанные, такие как произведение сферы на линию или гиперболической плоскости на линию, и нильпатентные или сольфпатентные структуры. В контексте решеток Абрикосова эти геометрии соотносятся с конфигурациями дисклинаций, где дефекты поглощают кривизну, создавая эффективную геометрию. В евклидовой геометрии решетка без чистой кривизны, в гиперболической с отрицательными дисклинациями для экспоненциального роста. Для геометрии типа Бианки, соответствующих гомогенным анизотропным пространствам, решетка Абрикосова состоит из параллельных линий дисклинаций, ориентированных по осям анизотропии, где тип Бианки определяет коммутативность трансляций и ротаций, приводя к скрученным структурам в необелевых случаях. В Кантовски-Сакс геометрии с топологией сферы на линию решетка проявляется как цилиндрическая конфигурация с дисклинациями, образующими кольца вокруг оси, поглощая кривизну сферы и обеспечивая локальную однородность вдоль линии, что физически соответствует анизотропному расширению, где дефекты стабилизируют метрику против коллапса. Необелевой галономии. Изучение галономий для винтовых дисклинаций и примеры влияния порядка обхода галономии в этой контексте описывают изменение вектора при параллельном переносе по замкнутому контуру вокруг дефекта, отражая топологическую структуру пространства. Для винтовых дисклинаций, сочетающих ротацию и трансляцию, галономия не коммутативна, поскольку ротационная группа в 3 измерениях необелева и порядок операций влияет на результат.
В явных примерах, таких как две пересекающиеся винтовые дисклинации, обход сначала вокруг одной, затем другой, приводит к конечному состоянию вектора, отличному от обратного порядка. Первый путь может вызвать поворот на угол с последующим сдвигом, в то время как обратный – сдвиг с поворотом в другом направлении из-за некоммутирующих матриц ротаций. Физически это проявляется как зависимость ориентации пробного вектора от истории пути, аналогично Ахаронову-Бомовскому эффекту в неабелевых калибровочных полях, где топология предотвращает устранение эффекта локальными преобразованиями, делая такие дефекты устойчивыми и полезными для моделирования квантовых состояний. Политопы и пространственные группы. Формулировка гипотезы о единственном политопе для многообразия и группы, начиная с кубической на S3. Строгая математическая гипотеза предполагает, что для заданного замкнутого трехмерного многообразия M и кристаллической пространственной группы G существует конечное число правильных политопов, чьи грани соответствуют элементарным ячейкам кристалла, а ребра – линиям дисклинаций, поглощающим кривизну M. Политоп здесь – многогранник в искривленном пространстве, обобщающий Платоновы тела. Для простого случая кубической решетки на S3, трехмерной сфере, это приводит к тессеракту как четырехмерному аналогу, проецируемому на S3, где вершины тессеракта соответствуют центрам ячеек, а ребра – дисклинациям, организующим кривизну в регулярную структуру. Физически гипотеза подразумевает, что топология M ограничивает возможные симметрии G, делая политоп уникальным для минимизации энергии дефектов, с неабелевыми элементами G, вводящими скручивание в ребрах. Теория струн, связь космических струн и дисклинаций, интерпретация флюксоидов как струн. Космические струны в общей теории относительности, линейные топологические дефекты, возникающие при фазовых переходах, с энергией, пропорциональной напряжению, вызывающие конусообразные искажения метрики, аналогично дисклинациям в кристаллах, где дефект создает угловой дефицит. Глубокая связь в том, что оба солитонные решения, устойчивые топологически, с гравитационными линзами от струн, соответствующими напряжением от дисклинаций. Флюксоиды кривизны, как квантовые потоки кривизны в кристаллической гравитации, интерпретируются как струны в теориях струн, зацепленные за решетку пространства-времени, где фундаментальные струны создают дефекты, а флюксоиды фиксируются дефектами, обеспечивая механизм для уплотнения измерений через намотку на дефекты. Топологические квантовые вычисления. Связь неабелевой топологии дисклинаций с моделями квантовых битов в кристаллической гравитации. Неабелева топология дисклинаций позволяет кодировать информацию в оплетениях траекторий, где статистика частиц не фермионная и не бозонная, а анионная, с фазовыми факторами, зависящими от порядка оплетений. В топологических квантовых вычислениях это реализуют устойчивые кубиты, защищенные от локальных возмущений топологией. Кристаллическая гравитация служит теоретической моделью, где дисклинации хостят неабелевы анионы, аналогично Фибоначчи-анионам. С геометрией пространства, определяющей брейдинг-группу для операций, делая систему устойчивой к декогеренции через глобальную топологию. Чтобы лучше понять, как кристаллическая Вселенная может справляться с гравитацией, невероятно полезно рассмотреть, казалось бы, несвязанное явление сверхпроводимость. Сверхпроводник – это материал, который при охлаждении ниже определенной критической температуры может проводить электричество с абсолютно нулевым сопротивлением. Но у него есть еще одно, еще более странное свойство, известное как эффект
Мейснера. Когда материал становится сверхпроводящим, он активно выталкивает все магнитные поля из своей внутренней части. Если вы поместите магнит над сверхпроводником, сверхпроводник сгенерирует токи на своей поверхности, которые создадут противодействующее магнитное поле, отталкивая магнит и заставляя его левитировать. Это потрясающая демонстрация работы квантовой механики. Сверхпроводник не любит магнитные поля. Он воспринимает их как вторжение и вытесняет. Однако есть лазейка. В некоторых типах сверхпроводников магнитное поле не вытесняется полностью. Вместо этого оно может проникать в материал, но только будучи ограниченным крошечными, дискретными каналами, называемыми вихревыми нитями или вихрями. Внутри этих трубок материал больше не является сверхпроводящим, и магнитное поле может проходить насквозь. Везде в объеме материала магнитное поле равно нулю. Таким образом, сверхпроводник берет беспорядочное, рассеянное магнитное поле и загоняет его в эти строго контролируемые квантованные тюрьмы. Теперь давайте применим эту аналогию к идее кристаллической гравитации. В этой теории кристаллическая Вселенная играет роль сверхпроводника, и то, что она хочет изгнать, это не магнитное поле, а кривизна пространства-времени. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация – это кривизна пространства-времени. Планеты вращаются вокруг Солнца, потому что масса Солнца создает глубокую кривизну в пространстве-времени, и планеты просто следуют по кратчайшему возможному пути через эту искривленную геометрию. Модель кристаллической гравитации предполагает, что идеальный, совершенный космический кристалл был бы плоским. У него не было бы кривизны и, следовательно, не было бы гравитации. Он вытеснял бы кривизну так же, как сверхпроводник вытесняет магнитное поле. Так откуда же берется гравитация? Она берется из дефектов. Подобно тому, как сверхпроводник позволяет магнитным полям существовать в пределах вихревых нитей, кристаллическая Вселенная позволяла бы существовать кривизне пространства-времени, но только концентрируя ее в топологических дефектах, которые мы обсуждали ранее, дислокациях и дисклинациях. Гравитация с этой точки зрения не была бы гладким свойством самого пространства, а была бы локализована и ограничена этими специфическими изъянами в космической решетке. Сила, которую мы воспринимаем как гравитацию, была бы дальнодействующим полем напряжений, создаваемым этими несовершенствами. Это радикальное отличие от картины Эйнштейна, предполагающее, что кривизна не является причиной, а скорее симптомом, ограниченным определенными местами. Если наша Вселенная – это гигантский кристалл, то его дефекты – это архитекторы того, что мы воспринимаем как гравитацию. Давайте углубимся в то, как работает эта удивительная связь. В материаловедении мы знаем, что дислокации и дисклинации создают напряжение и деформацию в решетке вокруг себя. Дислокация – это дополнительная полуплоскость атомов, толкает и тянет своих соседей, создавая поле напряжения, которое распространяется далеко в кристалл. Дисклинация, точка вращательного несоответствия, искажает саму геометрию решетки, заставляя прямые линии становиться изогнутыми. Это не просто локализованные эффекты. Их влияние распространяется по всему материалу. Теория кристаллической гравитации предлагает прямую и глубокую связь. Эти поля напряжений, по сути, являются гравитационным полем. Математика, используемая для описания полей деформации вокруг дефектов в твердом теле, поразительно напоминает уравнение общей теории относительности Эйнштейна. В частности, дисклинации, вращательные дефекты, являются ключевыми. Дисклинация вносит кривизну в кристаллическую решетку. Если бы вы были крошечным существом,
живущим на поверхности кристалла с дисклинацией, вы бы обнаружили, что ваш мир больше не плоский. Если бы вы попытались идти по прямой линии, вы бы обнаружили, что ваш путь изгибается, как будто его тянет невидимая сила. Это, именно так общая теория относительности описывает гравитацию. В этой модели массивный объект, такой как звезда или планета, не искривлял бы пространство-время в традиционном смысле. Вместо этого его присутствие было бы эквивалентно созданию плотной коллекции дефектов в космическом кристалле. Масса объекта была бы представлена определенной плотностью дисклинации в решетке. Эти дефекты затем деформировали бы структуру кристалла, и именно эту деформацию мы воспринимаем как гравитационное притяжение этого объекта. Кривизна не везде, она сконцентрирована в этих изъянах. Сила гравитации становится проявлением внутреннего напряжения кристалла, его борьбы за приспособление этих несовершенств в своем иначе совершенном порядке. Эта идея элегантно связывает две концепции. Присутствие материи связано с плотностью дефектов. Плотность дефектов определяет величину кривизны. А кривизна – это то, что мы называем гравитацией. Дислокации, другой тип дефектов, также играют роль. В более продвинутых версиях этой теории они связаны с так называемым кручением, другим видом искривления пространства-времени, которое не является частью стандартной общей теории относительности, но рассматривается в некоторых альтернативных теориях. Таким образом, весь портфель возможных геометрических искажений в пространстве-времени находит естественное пристанище в каталоге дефектов кристаллов. Материя в этом смысле подобна узору изъянов, вплетенных в кристаллическую ткань реальности. Одной из величайших нерешенных загадок фундаментальной физики является природа гравитона. В квантовом мире каждая сила переносится частицей. Электромагнитная сила переносится фотоном, сильное ядерное взаимодействие – глюоном и так далее. Широко распространено мнение, что гравитация также должна иметь частицу-переносчик силы, которую мы назвали гравитоном. Согласно стандартным теориям, гравитон должен быть безмассовым, как и фотон. Именно поэтому и гравитация, и свет имеют бесконечный радиус действия. Однако чрезвычайная слабость гравитации по сравнению с другими силами заставила некоторых физиков задуматься, что, если гравитон имеет крошечную массу. Массивный гравитон кардинально изменил бы наше понимание гравитации. Массивная частица-переносчик силы означает, что сила, которую она переносит, имеет ограниченный радиус действия. Если бы гравитон имел массу, сила гравитации ослабевала бы на огромных космических расстояниях гораздо быстрее, чем мы сейчас ожидаем. Это могло бы иметь глубокие последствия для космологии, потенциально объясняя такие вещи, как ускоренное расширение Вселенной, без необходимости в темной энергии. Проблема в том, что придать гравитону массу теоретически непротиворечивым способом чрезвычайно сложно. Именно здесь модель кристаллической гравитации предлагает увлекательное и естественное решение, проводя аналогию с механизмом Хиггса. В физике элементарных частиц поля Хиггса это универсальное энергетическое поле, которое придает массу другим фундаментальным частицам. Частицы, которые сильно взаимодействуют с полем Хиггса, тяжелы, в то время как те, которые взаимодействуют слабо, легки. Теория кристаллической гравитации предполагает, что сама космическая кристаллическая решетка действует как своего рода поле Хиггса для гравитации. Присутствие твердой, упорядоченной структуры пространства-времени спонтанно нарушает некоторые фундаментальные симметрии Вселенной, в частности, свободу перемещаться и вращаться куда угодно. В кристалле вы не можете просто быть где угодно.
ваше положение относительно фиксированной решетки. Это нарушение симметрии является ключом. Когда гравитон, частица гравитации, пытается пройти через эту кристаллическую среду, он взаимодействует с решеткой. Это взаимодействие замедляет его, требует энергии, и это сопротивление движению проявляется как масса. По сути, кристаллическая решетка придает массу гравитону. Этот процесс прямо аналогичен тому, как фотон ведет себя внутри сверхпроводника. Фотон безмассовый в вакууме, но внутри сверхпроводника он эффективно приобретает массу, поэтому магнитное поле может проникать только на небольшое расстояние. Аналогично в кристаллической Вселенной гравитон приобрел бы массу, и гравитация имела бы конечную глубину проникновения, за пределами которой ее сила резко падала бы. Один из самых умопомрачительных и прекрасных аспектов теории кристаллической гравитации – это ее глубокая и неожиданная связь с чистой геометрией. Она строит мост между физическим миром сил и материалов и абстрактным миром форм и симметрий. Теория предполагает, что если у вас есть искривленное пространство, например, поверхность сферы, и вы пытаетесь наложить на нее регулярную повторяющуюся кристаллическую решетку, то вы вынуждены вводить дисклинации. Вы просто не можете вымостить сферу идеальными квадратами, не оставляя зазоров или не создавая наложений. Сама кривизна сферы требует существования дефектов. Давайте рассмотрим простой двухмерный пример. Представьте поверхность шара, которая является искривленным пространством, известным как двумерная сфера. Теперь попробуйте покрыть его идеальной сеткой квадратов, как миллиметровую бумагу. Это невозможно. Но если вы введете ровно 8 дисклинаций определенной вращательной силы, вы сможете это сделать. И какую форму вы получите, соединив точки между этими 8 точками дисклинации? Вы получите идеальный куб. Геометрия дефектов, необходимых для выкладывания изогнутого пространства квадратной решеткой, автоматически создает одно из платоновых тел. Куб – это окаменелость дефектов, необходимых для выпрямления сферы. Теперь давайте поднимем это на одно измерение выше. Наша Вселенная имеет 3 пространственных измерения. Если мы рассмотрим искривленное трехмерное пространство, такое как трехмерная сфера, что трудно визуализировать, но является основой космологии, и мы попытаемся наложить на нее регулярную кубическую решетку, мы снова обнаружим, что это невозможно без дефектов. Теория предсказывает, что вам понадобится ввести определенное расположение линейных дефектов в дисклинации. И какую форму образуют эти линии дефектов? Они образуют ребра тессеракта, также известного как гиперкуб четырехмерного аналога куба. Это потрясающий результат. Он подразумевает, что фундаментальные геометрические формы, которые мы знаем, кубы, тессеракты и другие многогранники, могут быть неразрывно связаны со структурой самого пространства-времени. Они не просто абстрактные математические курьезы, они могут быть прямым следствием взаимодействия между кривизной и кристаллической природой пространства. Вселенная в своем стремлении приспособить как регулярную решетчатую структуру, так и кривизну, вызванную массой, может естественным образом порождать эти многомерные геометрические формы в самой своей ткани, записанные на языке космических дефектов. Это предполагает глубокую скрытую гармонию между законами физики и вечными истинами математики. Мы рассматриваем потенциальные расширения кристаллической гравитации, фокусируясь на динамических аспектах, альтернативных фазах материи и эмпирических проверках. Анализ подчеркивает концептуальные вызовы, такие как интеграция времени и симметрий, и предлагает пути для будущих исследований,
опираясь на существующие рамки геометрической упругости и теории Эйнштейна-Картана. Динамическая версия кристаллической гравитации стремится включить временную эволюцию дефектов и метрики, превращая статическую картину в полную релятивистскую теорию, где упругая среда реагирует на изменяющиеся условия. Полная формулировка, построение динамической теории и преодоление нарушения Лоренц-инвариантности. Полная динамическая теория требует введения Лагранжиана, который объединяет кинетические термины для калибровочных полей деформаций с потенциальными терминами для напряжений, позволяя дефектам, таким как дислокации и дисклинации, эволюционировать во времени под влиянием внешних полей. Это подразумевает расширение статического формализма двойных калибровочных полей на релятивистский случай, где метрика и кручение становятся динамическими переменными, зависящими от времени, с уравнениями движения, вытекающими из вариационного принципа. Сложности с нарушением Лоренц-инвариантности возникают из-за предпочтительной системы отсчета, задаваемой кристаллической решеткой, которая фиксирует направление трансляций и ротаций, делая теорию неинвариантной под бустами. Для преодоления этого можно использовать формализм ADM, где пространство-время разбивается на пространственные слайсы с временной эволюцией, позволяя метрике адаптироваться локально, с ограничениями, сохраняющими причинность. Альтернативно, голографические методы проецируют объемную динамику на граничную теорию, где нарушение симметрии экранируется, восстанавливая эффективную инвариантность на больших масштабах через соответствие между упругими модами и граничными операторами. Это означает, что на макроскопических масштабах теория приближается к Лоренц-инвариантной гравитации, в то время как на микроскопических раскрывает дискретную структуру, аналогично тому, как в конденсированных средах симметрия восстанавливается в термодинамическом пределе. Космология. Эволюция Вселенной с космическим кристаллом и влияние на инфляцию и рекомбинацию. В космологии с заполненной космическим кристаллом Вселенной эволюция определяется упругим откликом решетки на расширение, где дефекты действуют как источники эффективной энергии. Изотропия и однородность зависят от начальной конфигурации. Если решетка глобально ориентирована, анизотропия сохраняется с предпочтительными направлениями, определяемыми симметрией группы. Однако, в случайной ориентации доменов усреднение приводит к макроскопической изотропии, подобно доменной структуре в ферромагнетиках. Кристаллическая структура влияет на инфляцию, замедляя экспоненциальное расширение за счет упругого сопротивления деформации, где модуль сдвига ограничивает рост флуктуаций, потенциально заменяя инфляционный механизм на упругое растяжение. Во время рекомбинации дефекты могут влиять на образование структур, экранируя гравитацию на масштабах меньше гравитационной длины проникновения, что приводит к более клампистому распределению барионной материи с кластерами, формируемыми вокруг узлов решетки. Это подразумевает, что реликтовое излучение покажет следы анизотропии на малых угловых масштабах, если решетка не полностью усреднена, и темная энергия может возникать как эффективный термин от релаксации дефектов. Жидкие кристаллы и другие фазы. Расширение на жидкие кристаллы и пластичные фазы вводит подвижность дефектов, меняя геометрическую интерпретацию гравитации. Жидкие кристаллы – вид жидкокристаллической гравитации и изменения в уравнении для дефектной плотности. В жидкокристаллической гравитации дислокации становятся распутанными, свободно перемещаясь без фиксированной решетки, в то время как дисклинации приобретают подвижность,
позволяя ротационным дефектам диффундировать. Это приводит к фазе, где упругая энергия доминируется ориентационными полями, аналогично нематическим жидким кристаллам, с метрикой, определяемой директорным полем вместо фиксированных трансляций. Уравнение для дефектной плотности модифицируется, вводя динамические термины для потока дефектов, где плотность больше не консервативна, а эволюционирует через диффузию с вкладом от градиентов ориентации, делая ее зависимой от времени и внешних полей. Проблема планковской массы остается актуальной, поскольку ядра дефектов все еще требуют регуляризации на микроскопических масштабах, но в жидкой фазе она смягчается подвижностью, позволяя дефектам расплываться, снижая локальную энергию через коллективные моды. Физически это означает, что гравитация становится мягкой, с ослабленным экранированием на больших масштабах, где подвижные дисклинации позволяют кривизне распространяться дальше, аналогично переходу от твердого к жидкому состоянию в материалах. Пластичность и фрактоны, проявление кинематических ограничений в гравитации и теория с фрактонными свойствами кинематические ограничения дислокаций, такие как скольжение только в плоскостях и фрактонные свойства, где дефекты иммобилизованы в определенных направлениях, проявляются в кристаллической гравитации как ограничение на распространение напряжений, делая геометрию анизотропной. В пластичности это приводит к необратимым деформациям, где дефекты мигрируют под напряжением, изменяя метрику перманентно. Теория с фрактонными методами интегрирует эти ограничения в пространство-времени, вводя ранговые калибровочные поля, где кручение и кривизна принципа от субпространственных симметрий, ограничение моды гравитационными фрактонными возбуждениями, частицами, которые в геопозиции требуют создания дополнительных дефектов. Это подразумевает, что гравитационное поле в такой теории имеет ограниченную подвижность с волнами, распространяющимися только вдоль определенных направлений, влияя на геометрию как на замороженную структуру, где пластичные переходы соответствуют фазовым изменениям пространства-времени, потенциально объясняя темную материю как фрактонный конденсат. Эксперимент и наблюдение. Эмпирическая проверка требует поиска тонких отклонений от стандартной гравитации, учитывая огромную гравитационную длину проникновения. Лабораторные тесты, эксперименты для обнаружения следов кристаллической гравитации. Несмотря на масштаб, лабораторные тесты могут искать анизотропию в гравитационных эффектах, измерение скорости гравитационных волн в разных направлениях с помощью интерферометров могло бы выявить предпочтительные оси, если решетка ориентирована с отклонениями на уровне прецессии, зависящими от угла. Другой подход – анализ гравитационного потенциала вблизи деформированных материалов, где торсионные балансы измеряют отклонения от ньютоновского закона на субмиллиметровых расстояниях, ища экранирование, пропорциональное упругому модулю. Физически это подразумевает, что в присутствии искусственно созданных дефектов, таких как в наноструктурах, гравитационное взаимодействие модифицируется с потенциальными сигналами в прецизионных измерениях, аналогичных тестам на дополнительные измерения. Астрономические поиски, наблюдательные тесты через распределение видимой материи. Если темная материя упруга, она проявляется в распределении видимой материи как кластеризация вокруг узлов решетки с галактическими скоплениями, следующих паттернам дефектов. Сотрудничество с астрономами включает анализ карт крупномасштабной структуры, таких как от Юклид или Рубин обсерваторе, ища периодичности или анизотропии в корреляционных функциях, где упругая среда
предсказывает подавление структур на масштабах больше гравитационной длины. Это приводит к отклонениям в линзировании и реликтовом излучении с сигналами, такими как аномалии в угловом спектре мощности, подтверждающими модель через сравнение с симуляциями. Теория кристаллической гравитации, признаемся честно, это спекулятивная идея. Она находится на самом краю теоретической физики, и, как мы видели, ее предсказания невероятно трудно проверить с помощью наших современных технологий. Это не мейнстримная теория, и она сталкивается со значительными теоретическими проблемами, такими как согласование ее фиксированной решеточной структуры с принципами относительности. Однако ее ценность может заключаться не в том, чтобы быть окончательным правильным описанием Вселенной. Ее истинная сила заключается в новых перспективах, которые она предлагает, и в неожиданных связях, которые она раскрывает между, казалось бы, разрозненными областями науки. Эта концепция сплетает воедино физику конденсированного состояния, изучение твердых тел и жидкостей с высокими концепциями общей теории относительности и космологии. Она берет практические повседневные знания металлургов и материаловедов и применяет их к величайшим вопросам бытия. Идея о том, что напряжение внутри куска стали и гравитационное притяжение черной дыры могут быть описаны схожими математическими принципами, одновременно прекрасна и глубока. Она предполагает, что основополагающая логика Вселенной может быть проще и более унифицирована, чем мы часто себе представляем, с одними и теми же паттернами, повторяющимися в совершенно разных масштабах. Более того, кристаллическая гравитация возрождает древнюю связь между физикой и геометрией. Она берет идею Эйнштейна о том, что геометрия – это гравитация, и придает ей новый, осязаемый поворот. Искривление пространства-времени больше не является просто абстрактным математическим свойством, а вместо этого связано с конкретными физическими структурами, дефектами в космическом кристалле. Это открывает новые пути для размышления о фундаментальной природе пространства и времени и подчеркивает силу аналогии в научных открытиях. Размышляя о Вселенной, она была кристаллом. Мы можем импортировать целый набор концепций и математических методов из материаловедения для решения проблем в космологии. В конечном итоге, независимо от того, является ли Вселенная кристаллом или нет, теория служит мощным напоминанием о том, что мы всегда должны быть готовы подвергать сомнению наши самые основные предположения. Действительно ли пространство пусто? Является ли гравитация фундаментальной силой или эмерджентным явлением? Задавая эти вопросы и исследуя радикально новые аналогии, мы расширяем границы нашего воображения и открываем новые возможности для понимания нашего мира. Стремление к знаниям заключается не только в поиске правильных ответов, но и в умении задавать лучшие, более творческие вопросы. Кристаллическая гравитация в своей элегантной и странной красоте – это один такой вопрос, заданный космосу.